Здравствуйте все на канале Творческий сундучок, с вами Татьяна. Когда осталось всего несколько дней до Нового года, а еще не готовы все подарки, может быть, пригодится сегодняшнее видео. Приготовила шаблон. Это круг диаметром 20 сантиметров. По этому шаблону я вырезала из плотной толстой ткани одну деталь и две детали из ненужных тканюшек. У нас получилось 3 слоя. Вместо этих тонких тканей можно взять старое полотенце или же не толстый слой ватина. И вот эту трехслойную основу будем зашивать полосками ткани. Полоски не обязательно равные по ширине. Как раз приветствуется различная ширина. Это тот же самый Crazy. Нашиваем как придется. К первой полоске с двух сторон я пришила еще по полоске. Дальше подбираю очередную полоску. И в таком же порядке я буду продолжать, пока не зашью всю основу. Ну вот, девочки, я отшила, отутюжила и теперь выравниваю по шаблону. Вот я осноровила. Теперь шаблон складываю пополам, намечаю линию, по которой я разрежу заготовку на 2 части. А чтобы в дальнейшем изделия выглядели интересней, надо разрезать так, чтобы полоски вот эти располагались под углом к линии разреза. А для того, чтобы утилизировать совсем короткие полоски, можно воспользоваться полукругом. У меня много таких заготовок. Цвета подбирала яркие, соответствующие новогодним и рождественским праздникам. И здесь использовались порой кусочки ткани, но совсем крошечные, совсем маленькие. Нашивала, как я уже говорила, на основу из полукруга. И также вот из 3 слоев шила эти полукруги я поточным методом, и мне предстоит их еще осноровить. Так, и вот я осноровила все заготовки. Девочки, поначалу, когда я начинала шить, я делала отстрочку поверх полосок. Но потом решила, что не стоит делать лишних движений. И так все замечательно. И следующий шаг. По прямой стороне заготовки я пришью бейку. Хотя и здесь можно облегчить и ускорить работу, просто пройтись по этому краю швом зигзаг. Я решила попробовать оба способа. Вот здесь я обработала край швом зигзаг. Вот так это выглядит с нижней стороны. И несколько заготовок я пришила на длинную полоску косой бейки. Получилась вот такая красивая гирлянда. И сейчас, не отрезая, я сделаю подворот, закрою край и прострочу. Что мне понравилось больше, я потом с вами поделюсь. Ну вот, прямой срез у нас оформлен. И сейчас надо будет обработать закругленные срезы. Делать это буду той же косой бейкой.
Уже слышу голоса, что делаю неправильно, можно было одной бейкой обработать сразу всю заготовку. Мне захотелось вот так. Уверена, тем, кто не любит оформлять углы, этот способ понравится. Вот, девочки, я пришила бейку и отрезаю параллельно прямому краю. И дальше складываю заготовку вот таким образом вдвое, совмещаю вот эти швы. Закрепляю булавочкой. А сюда я вкладываю петельку. Она длиной 10 сантиметров. Вот таким образом. Дальше прокладываю строчку по краю пришитой бейки и заворачиваю под небольшим углом параллельно срезу. Так, ну вот. Видите, да, как сшито? Вот эти уголки на припусках, мы их сейчас срежем, чтобы убрать ненужную толщину. А дальше бейку подгибаем, подворачиваем и пришиваем. Можно вручную потайными стежками, можно на машинке. Бейка ложится очень ровненько и так плотненько. Мне нравится такая обработка. Вот, девочки, я пришила на машинке. И теперь выворачиваем. И вот что у нас получилось. Девочки, как их приятно шить. Я вчера до половины первого ночи шила и не могла остановиться. Сейчас я заканчивать буду со всеми остальными, проделывать такую же работу со всеми остальными заготовками. Остальные заготовки я нашила поточным методом на длинную бейку, не разрезая. Так получается гораздо быстрее. И сейчас я их разрежу и буду дошивать каждую по отдельности. А вот, девочки, прихваточка, у которой срез обработан швом зигзаг. Сейчас я это выверну. Вот такая прелесть получилась. Ну, а теперь остальные я уже буду по конвейеру. И вот прихватки все готовы. И если мне еще раз придется шить такие колокольчики, то прямой срез я не буду уже обрабатывать бейкой, потому что получается толстовато. Хотя, конечно, можно. Гораздо проще обработать швом зигзаг, получается аккуратно и не толсто. И вот получился веселенький хоровод, то ли колокольчиков, то ли елочек. Мне хотелось, чтобы это были елочки, и ткани подбирала больше зеленых расцветок. Но в любом случае это прихватки. Я давно смотрела на эти изделия и как-то сомневалась, удобны ли они в качестве прихваток. И, как оказалось, они очень даже удобные. Осталось узнать ваше мнение. И все равно в качестве новогоднего подарка они годятся.
Я жду ваших комментариев с вашими отзывами. Не пожалейте лайки. А я всех поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю всем здоровья, мира, добра и любви. И прощаюсь с вами. До скорой встречи.